Всем панкейк. Нелепые и курьезные случаи происходят практически везде. Но именно на дорогах, благодаря обилию камер и видеорегистраторов, удается снять самую мякотку абсурдных ситуаций. Например, побег посреди дороги из полицейской машины, безумных девушек на заправке, которые не умеют обращаться со шлангом, а также невероятные случаи везения, когда от смерти отделяет лишь мгновение. Мы собрали больше полсотни самых отборных случаев человеческой дурости, самонадеянности и нахальства, которые и привели к этим абсурдным ситуациям. Смотрите до конца, там мы покажем, совсем уж эпический случай, когда автомобиль превратился в настоящую огненную колесницу, которая выжигала все на своем пути. Эталонный побег. Когда едешь за рулем, то можно увидеть всякое. Например, эталонный побег от полиции. Аккуратно, не привлекая шума и жестами давая понять, что ситуация под контролем, преступник пытается раствориться среди машин. Правда, полицейским удалось слишком быстро раскрыть коварные планы. Подрезал. Вот что надо держать в голове каждый раз, если совершаешь резкий маневр в потоке. К счастью, никто не пострадал. Сосульки. Видели объявление, что машину не ставить зимой около зданий? Вот наглядно покажем, насколько быстро и эффективно работают коммунальщики. А вас предупреждали. Такси. Многие жалуются на мусор вдоль обочины. А вот этот таксист решил действовать радикально. Честь и хвала таким людям. Правда, клиент оказался несколько удивлен тому, что ему не позволили нагадить. Багажник авто. Всегда держи дистанцию, ведь кто знает, что может вывалиться из багажника впереди. Или высунуться подышать, как на этом видео. Хотя в таком случае лучше бы позвонить полиции. Роковой поворот. Наглядный пример сложной раллийной трассы, когда роковой поворот собирает машины одну за другой. Мужчины в поворотах не тормозят, а тут это еще и бесполезно. Парковка. А вот как должна выглядеть идеальная парковка, по мнению некоторых автовладельцев. Ювелирная работа. Только интересно, как тут собираются садиться назад? Дороги в России. Дороги в России бывают разные, но больше тут удивляет не желание проехать сквозь реку, а искреннее изумление на лицах мужиков, когда это не удалось. Украла шланг. Что делать, если на твоей колонке нет нужного бензина? Правильно, вытащить шланг с другой, а потом колдовать над ним с подругой, чтобы он стал длиннее. Чудеса смекалки и командной работы на этом видео. Бейсбол. Не стоит играть в бейсбол на работе, если руки у тебя растут из дурного места. Наш пациент махал, пока импровизированная бита не улетела на поиски лучшей жизни. Кстати, техник не сразу пошел сообщить о своей победе, и владельцу пришлось отсматривать камеры, а потом прогуляться в сторону отлета трубы. Бензобак. Девушка была так заинтересована выяснением отношений со своим мужем, что попросту забыла вытащить пистолет из бака. А может, рассчитывала на расторопного работника заправки. Как говорится, на других надейся, а сам не плашай. Авария Porsche. Что делать, если ты нечаянно ускорился за впереди едущим автомобилем и допустил аварию? Правильно, развернуться и попытаться смыться. Мопед. Курьезный случай произошел на одной из парковок. Гонщик-невидимка не справился с управлением и вошел в бампер припаркованной машины. Невольный свидетель пытался догнать аппарат, но силы были неравны. А хозяином оказался парнишка, который с помощью ноги отца смог спастись от разгневанного владельца автомобиля. Табуретка. Слышали выражение «бешеная табуретка»? Вот образцовое видео, которое демонстрирует этот словесный оборот. Огнетушитель. А как вам женская находчивость, когда девушка решила прогнать компанию хулиганов с подземного паркинга, вооружившись порошковым огнетушителем? Те угрозы не оценили, зато мадам засыпала 9 автомобилей, не справившись с механизмом подачи агента.
Заправка с блондинкой. Бывает и такое, что буквально недавно получил права, но еще не успел освоить все тонкости автомобильного ремесла. В неловкой ситуации оказалась и блондинка на видео, которая явно не растерялась от процедуры заправки, видимо, не уточнив нюансы у своего инструктора. Шериф. Служитель закона должен помогать своим гражданам, что и попытался сделать этот шериф. Но если у человека руки заточены под другое, то тут никто не поможет. Ворота. А как вы боретесь с испытаниями, которые подкидывает жизнь? Герой этого ролика никогда не пасует. Даже видя закрытые ворота, он идет до конца. Отвага и решительность помогают ему попасть в нашу подборку. Счастливчик. А этот парень родился не просто в рубахе, а еще и в толстовке. Огромный прут арматуры прилетел в лобовое стекло и только чудом прошел мимо водителя. Принятие. Иногда впихнуть сумки в багажник автомобиля – достаточно сложная задача. Но парень решил не заморачиваться, накидав все с горкой и просто захлопнув багажник. Изумительно то, что он вообще не удивился результату. Мойка. В этом видео прекрасно все. Две красивые девушки, великолепный авто. Но есть один нюанс. Из шланга течет далеко не вода. Кто надоумил этих красоток, что машину нужно заправлять именно так – большой вопрос. Кузов. Водитель самосвала почему-то забыл опустить кузов и так и зашел в поворот. Хорошо это был светофор, а не какой-то мост или тоннель. Упряжка. Дороги и транспорт бывают разными. А как мы видим, продукты сгорания топлива тоже отличаются, если передвигаешься на упряжке. Прицеп. У вас нет прицепа, а нужно что-то перевезти? Попросите жену, пусть просто сядет в багажник и будет держать груз на тележке. Это и называется взаимовыручка в семье. Выхлоп. Красивый выхлоп, да чтобы искры огня вырывались сзади? Легко, но иногда красивый понт выходит боком. Вряд ли владелец задумывал, что зад его суперкара должен полыхать ярче фар. Шланг от заправки. Вам было интересно, что происходит дальше в случаях, когда человек уезжает с пистолетом в бензобаке? Правильно, он просто едет дальше. Карма. Слышали выражение «мгновенная карма»? Вот показываем, как это работает. Секунду назад ты гордо подрезаешь и показываешь факт, а потом выходишь оплеванный жизнью из своего автомобиля. Просто не стоило убирать руки с руля. Навигатор. Тебя перевернуло, а наглый навигатор сообщает, что вы прибыли в пункт назначения. Страховка. А этот случай показывает, зачем нужно страховаться, если работаешь под автомобилем. Парня спасли только деревянные бруски. Автобус. Кажется, что этот автобус выбрался из преисподней. Но, как любят писать в объявлениях, не битый, не крашеный, один хозяин сел да поехал. Краска. А в этом видео машина с краской несколько раз перевернулась. И красноречивее всего о ситуации говорит именно лицо водителя. Въехал в ломбард. Выражение «заедь мне за подарком» еще никогда не воспринимали так буквально. Парковка. Пример очень странной парковки, которая вызывает сразу два вопроса. Зачем надо было выходить и выжидать? А второй – почему бы просто не остановить машину? Хотя, возможно, водитель просто растерялся от неожиданной выходки пассажира. Снегоход. Зима на дорогах – это всегда время повышенной опасности. А тут еще какой-то кулибин решил выгулять странный снегоход. В этой ситуации удивляет его спокойствие после того, как он задел чужую машину. Ну и эмоции водителя бесценны. Полиция. Но неудачные дни бывают и у полицейских. Этот бедолага не рассчитал скорость и засмотрелся на девушку, поддев машину, которая остановилась перед перекрестком. Друзья. Тот случай, когда впервые за много лет смогли собраться с друзьями на Рождество, но что-то пошло не так. Надеемся, что хоть праздничная атмосфера скрасит им эти неприятности. Мотоцикл. А этот молодой профессионал решил потренироваться прямо на узкой парковке. Зачем и ради чего – непонятно.
Вряд ли хозяин автомобиля оценит рвение этого мотоциклиста. Мохнатый водитель. Для чего многие заводят собаку? Правильно, чтобы она возила всю семью на пикники. Вот такого необычного водителя удалось запечатлеть на камеру. Столкновение. А этот водитель поразил всех своей молниеносной реакцией, спокойно спешился и отошел без ущерба себе. Отчаяние. Выдающуюся попытку защитить свое имущество от непреодолимых обстоятельств продемонстрировал этот мужчина. Упорство и отвага – это, конечно, хорошо, но ни одна вмятина не стоит вашего здоровья. Без шин. Пока одни стоят часами в шиномонтаже, чтобы поменять колеса к сезону, этот водитель показывает, что замечательно обходится вообще без них. Выезд. Бурные эмоции свидетеля происшествия вполне себе заслужены. Девушку не просто остановила помеха в виде автомобиля, но даже цепляя его, она все равно упорно пытается выехать назад. Терять-то нечего, а домой хочется. Душ. Как испортить утро сразу целой толпе людей? Правильно, окатить грязным снегом с ног до головы. Думается, что водитель много интересного услышал вслед. Сафари. Думаю, многие люди хотели бы хоть раз посетить сафари, чтобы поближе познакомиться с животным миром. Но иногда это ближе переходит все границы. Ремни безопасности. А вот пример, почему стоит пристегиваться в автомобиле. Этому парню еще повезло, что из бардачка ничего не торчало. Тронулся. Казусы на дороге бывают и у профессионалов. Взять хотя бы этого гонщика на весьма заряженном автомобиле. Ведь кто знал, что ехать надо вперед? Пляж. Будьте осторожны со своим желанием подъехать поближе к воде. Герой этого ролика не рассчитал, что будет прилив, и буквально за 10 минут его машина ушла под воду. Благо народ на пляже решил помочь. Пчелы. Гениальная идея, как избавиться от улья, пришла в голову этому парню. Казалось бы, что может пойти не так, если ты решил стряхнуть пчел в пакет? Удивляет тот факт, что он даже не попытался убежать. Видимо, решил подождать, пока не успокоится, и повторить попытку. Ручник. Выходя из машины, всегда поднимайте ручник. В противном случае может случиться похожая ситуация. Только не факт, что вы успеете остановить автомобиль. Снег. Мужчина встал на пару часов раньше, чтобы до работы вычистить снег и спокойно выехать. Но у городской спецтехники были свои планы. В такие моменты задаешься вопросом: и зачем я это делал? Квадрик. Женщина и бездорожье – понятия несовместимы. Так и в этом случае. Девушка в экстренной ситуации предпочла жать газ до последнего. Джип. Сразу две роковые ошибки совершила эта женщина. Она оставила ребенка в машине, не поставив автомобиль на ручник, и не закрыла дверь. Правда, именно она помогла автомобилю задержаться и не выскочить на проезжую часть. Тесла. Вроде бы весьма продвинутый автомобиль, а водителя об этом открытом крыле не предупредил. Или он сам хотел удивить прохожих. Что бы там ни было, но автобус дверь не оценил. Столбы. А вот как работают автоматические столбы. Самое интересное, что там и светофоры, знаки указывают, что проезд запрещен. Но ребята попытались быстро проскочить. Путь-то ничего не перекрывало. Заезд. Тот момент, когда у тебя сработала подушка безопасности, но ты не привык сдаваться. Яма. Заезд в гараж на яму – достаточно сложная манипуляция, но даже с активной помощью и жестикуляцией слесаря не удалось объяснить водителю, что стоит ехать прямо, а не в стену. С полоборота. А что делать, если машина заглохла, а эвакуатор вызывать накладно? Все верно, попытаться воспользоваться общественным транспортом, как два гения из этого видео. Правда, получилось так, что сесть ребята не успели. Огонь. Огненная колесница, по-другому и не скажешь. Только непонятно, что делать водителю в такой ситуации. Остановишься, сгорит автомобиль, а будешь ехать, запаса сена хватит еще надолго, подожжешь все вокруг. Нелепых и абсурдных ситуаций много.
Так или иначе, никто не застрахован от подобного на дороге, поэтому лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Спасибо за просмотр.